суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот симпатичный мотивчик крючком. Вот так он выглядит, если вязать тоненькой пряжей. Вот такого он размера получается. А если вязать более толстой пряжей, то тогда, естественно, и размер увеличится, и сам мотивчик будет выглядеть более плотным. Для вязания буду использовать однотонную пряжу и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. Так как я буду вязать более толстыми ниточками, у меня это будет троечка. Прежде чем мы с вами приступим к вязанию, я хочу вас пригласить в свои другие социальные сети. На всякий случай, мало ли вдруг YouTube заблокирует или еще что-то. А так мы с вами всегда сможем быть на связи. И, кстати, ВКонтакте, в Одноклассниках, на Дзене я выкладываю еще дополнительно схемы, если они есть. Так что переходите, подписывайтесь, буду рада вас там видеть. Ну что ж, а теперь давайте приступим к вязанию. Начинаем наше вязание с кольцами гуруми или скользящей петли. Набрасываем на 2 пальчика ниточку, делаем еще один оборот. Вот здесь у нас получается такой крестик, между двумя ниточками заводим крючок, вытаскиваем ниточку и снимаем наше колечко с пальчиков. Набираем 3 воздушные петли, которые нам служат первым столбиком с накидом. Теперь провязываем еще 2 воздушные промежуточные. Колечко вяжем второй столбик с накидом, 2 воздушные, третий столбик с накидом, 2 воздушные, четвертый столбик с накидом, 2 воздушные. И так пока у нас не будет 8 столбиков. То есть мы с вами провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, воздушные. Мы с вами всего провязали 4 столбика, провязываем еще 4. Я провязала еще 4 столбика, всего получилось 8. Между ними провязывала по 2 воздушные. Теперь затягиваем колечко, провязываем последние 2 воздушные петли. И теперь здесь находим 1, 2, 3, третью петельку подъема, то есть вершинку нашего первого столбика, и соединительной присоединяемся. Дальше набираем 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с накидом над вот этим столбиком. Теперь вот сюда в первый промежуток вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь в вершинку нашего следующего столбика провязываем 2 столбика с накидом по 2 стеночки петли. Провязываем первый столбик и сюда же второй. Теперь вновь в промежуток 3 столбика с накидом. Первый, сюда же в промежуток второй, сюда же третий. В вершинку нашего следующего столбика провязываем 2 столбика с накидом. Первый и второй. И по этому же принципу вяжем до конца ряда, то есть в промежутке вяжем 3 столбика с накидом, а в вершинке столбиков провязываем по 2 столбика. Вяжем так до конца ряда. Я дошла до последнего промежутка, провязываю в него точно так же, как и в предыдущие, 3 столбика с накидом, второй, третий. И теперь смотрите, еще один столбик буду вязать вот сюда, вот в первый столбик, так как отсюда мы вязали 3 воздушные, которые нам служили первым столбиком, а так как у нас в вершинках столбиков предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика, соответственно здесь один, и сюда же в эту же петельку мы провязываем, то есть первый наш вот этот столбик, провязываем второй столбик. Теперь находим здесь 1, 2, 3, третью петлю подъема и соединительной присоединяемся. Дальше мы провязываем с вами 3 воздушные петли, которые нам служат первым столбиком с накидом вот в этот наш столбик. То есть видите, у нас было 2 столбика вместе, этот мы провяжем в конце ряда, а вот этот провязываем сейчас. Один столбик есть,
И сюда же, в эту же петлю, я вяжу второй столбик с накидом. Теперь дальше у нас идут, вот, видите, 3 столбика, которые мы вязали в промежуток. Вот эти вот 3 столбика мы провязываем в вершинку каждого столбика по одному столбику с накидом. Раз, следующий столбик, 2, следующий столбик, 3. Теперь у нас идут 2 столбика, которые мы вязали в вершинку предыдущего столбика. В первый столбик из этих, то есть вот сюда, провязываем 2 столбика с накидом. Раз, и в эту же петлю 2. Дальше вяжем одну воздушную. И видите, вот наши 2 столбика. Во второй вот сюда провязываем 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. А теперь у нас идет повтор. Опять 3 наших вот этих вот столбика, которые вязали в промежуток, провязываем единичными столбиками. То есть в вершинку каждого столбика по одному столбику с накидом. И третий провязываем. И вновь у нас идут наши 2 столбика, вот эти вот вместе. Мы их провязываем 2 столбика в одну вершинку, воздушная петля, 2 столбика в следующую вершинку. Провязываем первый столбик, в эту же петлю второй, воздушная петля, следующую вершинку провязываем первый столбик и второй. И дальше вновь у нас идут вот эти вот 3 столбика, которые мы провязываем по одному столбику с накидом в каждую вершинку. Дальше идет опять вот эта вот связочка из 2 столбиков. Ее мы провязываем 2 столбика в одну вершинку, воздушная, 2 столбика в другую. И вот таким образом, как мы с вами провязали эту часть, мы вяжем до конца ряда. Смотрите, вот я дошла до конца ряда, провязала последние 3 вот этих вот единичных столбика. И теперь смотрите, у нас остался один столбик свободный с этой стороны и первый столбик, который мы вязали с этой стороны в начале ряда. Этот уже провязан 2 столбиками, поэтому вот сюда вот в последний наш столбик мы вяжем раз столбик с накидом, сюда же 2, 1 воздушная. И теперь раз, два, три, в третью петельку соединительной присоединяемся. И вот у нас получилось, что мы провязали в начале ряда 2 столбика, в конце ряда 2 столбика. И мы как раз провязали нашу вот эту связку из 2 столбиков. Теперь переходим в вершинку следующего столбика соединительной и приступаем к вязанию следующего ряда. Итак, смотрите, видите, мы с вами перешли, вот теперь у нас 4 столбика, которые мы вязали над нашими вот этими вот 2 вместе, да? И мы сейчас с вами находимся в крайнем левом. Провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь в следующую петельку провязываем второй недовязанный столбик, в следующую третий недовязанный, следующую четвертый недовязанный и 5 недовязанный. Теперь вяжем все петли вместе. Дальше провязываем 3 воздушные. Раз, два, 3. Смотрите, здесь у нас вот промежуток, да? И перед промежутком нашим у нас должен остаться один свободный столбик. Его мы не трогаем, не провязываем. Вот сюда мы вязали, сюда уже не вяжем. А в наш промежуток мы с вами провязываем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Дальше 3 воздушные. Раз, два, 3. И теперь после нашего промежутка один столбик мы не трогаем, оставляем свободным. А во второй, вот он, провязываем первый недовязанный столбик, следующую петельку, второй, следующую, третий, следующую, четвертый и в следующую 5. Провязываем их вместе. 3 воздушные. И у нас уже с вами идет повтор. Смотрите, опять вот наш промежуток.
Сюда мы вязали последний столбик, за ним мы пропускаем один столбик и в наш промежуток вяжем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4 и 5. 3 воздушные, 2, 3 и опять после нашего промежутка один столбик пропускаем, во второй начинаем вязать, провязываем первый недовязанный столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем все вместе и дальше повторяем наше вязание. И вот таким образом, чередуя с вами, грубо говоря, вот эти вот промежутки и вот такие вот связочки с общей вершиной, мы провязываем до конца ряда. Смотрите, в конце ряда мы опять провязываем, как обычно по схеме, 3 воздушные петли. И вот у нас остался промежуток, вот этот вот не провязанным. То есть вот сюда мы вязали один столбик свободный, вот сюда в промежуток вяжем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4 и 5. 3 воздушные. И здесь находим с вами вершинку нашей вот этой вот связочки. И в эту вершинку соединительной присоединяемся. Переходим к вязанию следующего ряда. Провязываем 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с накидом в нашу вот эту общую вершинку. Теперь сюда же, в эту же точку вяжу второй столбик с накидом. 3 воздушные. Смотрите, вот в этой вот связке, которую мы вязали в промежуток, первый и последний столбик будут провязываться 2 столбиками с накидом, все остальные по одному. Итак, в первый вяжем 2 столбика, первый, сюда же второй. Дальше вяжем 1 столбик, в следующую петельку второй, в следующую третий. И в последний столбик провязываем 2 столбика вместе. Раз и 2. То есть смотрите, всего у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков. Теперь провязываем 3 воздушные. И в вершинку нашей вот этой вот связочки с общей вершиной вяжем 2 столбика с накидом. Провязываем первый столбик. И сюда же второй. То есть точно так же, как здесь. Дальше вновь 3 воздушные. И опять первый, последний столбик провязываем по 2 столбика с накидом, все остальные по одному. Итак, в первый столбик вяжем 1. И в этот же столбик 2. Дальше провязываем по одному столбику 3 петельки. 1, в следующую петельку 2, в следующую 3. И в последний столбик вяжем 2 столбика вместе. 1 и сюда же 2. 3 воздушные. И опять в вершинку провязываем 2 столбика с накидом. И вот таким вот образом мы с вами провязываем до конца ряда. Дошли до конца ряда, и смотрите, этот ряд мы завершаем так. Провязываем 1 воздушную и провязываем третью петельку подъема в вершинку нашего первого столбика. Провязываем столбик с одним накидом. Делаем это для того, чтобы сразу оказаться вот здесь вот в серединке нашего вязания. Теперь мы с вами провязываем 5 воздушных, 2, 3, 4, 5, и под нашу цепочку следующую вяжем столбик без накида.
Дальше 5 воздушных, 2, 3, 4, 5. Теперь один столбик пропускаем, во второй провязываем первый недовязанный столбик с накидом, следующую петельку второй недовязанный столбик с накидом, дальше третий, четвертый и пятый. Один столбик с этой стороны также остается свободным, то есть точно так же, как и здесь. Теперь провязываем все наши петли вместе. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда в промежуток вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующий промежуток вяжем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5. И повторяем вот эту вот связочку. Первый столбик пропускаем, во второй вяжем первый столбик недовязанный с накидом, следующую петлю второй, дальше третий, четвертый и пятый, и провязываем вместе. И теперь повторяем, то есть у нас между вот этими вот элементами должно быть 3 вот такие вот цепочки. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида под первую цепочку, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида под вторую цепочку, 1, 2, 3, 4, 5, и вновь делаем связку. Первый пропускаем столбик, во второй вяжем первый недовязанный столбик, дальше второй, третий, четвертый и пятый. И теперь все это провязываем вместе и повторяем. Вот таким образом провязываем до конца ряда. Завершаем ряд. Вот после последней связки делаем 3 накида на крючок и находим наш вот этот вот столбик без накида. И в него провязываем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 и 4. Таким образом мы с вами оказались вот в этой вот точке и можем начинать вязать следующий ряд. А вот этот вот наш столбик с 3 накидами служит нам как вот эти вот 5 воздушных петель. Набираем 3 воздушные петли, они нам служат первым столбиком с накидом. Теперь под нашу первую вот эту цепочку провязываем второй столбик с накидом, третий, четвертый и пятый. Теперь над 2 столбиками у нас есть вот центральная, формально у нас 3 цепочки. В центральную мы с вами провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, 3 воздушные. И сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И теперь под нашу третью цепочку провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше провязываем 5 воздушных, 2, 3, 4, 5. И вот у нас начинается следующая связка из 3 вот этих вот цепочек. Под первую цепочку вяжем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных, в центральную, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую цепочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И начинаем повтор. То есть уже под следующую тройку мы с вами будем вязать точно так же, как вязали здесь.
То есть в первый промежуток вяжем 5 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. В центральную вяжем 3 столбика. Раз, два, три. 3 воздушные. Раз, два, три. И сюда же 3 столбика. Первый, второй, третий. И теперь в последнюю цепочку 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4 и 5. Итого мы с вами повторили вот эту вот часть. И теперь начинаем повторять часть с цепочками. Провязываем 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Под цепочку. 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Под цепочку. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида под цепочку. Раз, два, три, 4, 5. И теперь опять начинаем повтор. Точно так же, как вязали здесь и вот здесь. То есть, видите, мы с вами формально, у нас уже начинает вырисовываться квадрат. Мы с вами провязали уже одна сторона, грубо говоря, вот угол, вот второй угол, и вот вторая сторона и третья. Точнее, угол 1, одна сторона, угол 2, вторая сторона. И сейчас у нас будет на третий угол поворот. Потом мы провязываем еще одну сторону и провязываем еще один уголок. То есть вот таким образом, как мы с вами вязали, чередуем вот эти вот части с цепочками. Провязываем так до конца ряда. Провязываем последние 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И теперь здесь в третью петлю подъема 1, 2, 3. Соединительный, присоединяемся. Вот смотрите, у нас уже получилось 4 угла. Вот эти вот элементы — это наши уголочки. Продолжаем вязать следующий ряд. Следующий ряд вяжется очень просто. Набираем 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с накидом над вот этим столбиком. И теперь провязываем наши вот эти столбики, каждый по одному столбику с накидом. Провязываем второй, третий, четвертый, пятый. И теперь вот сюда в промежуток провязываем точно так же, как и в прошлом ряду, 3 столбика с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И теперь находим наши вот эти следующие 5 столбиков. То есть видите, как бы вот этот уголок мы не трогаем. То есть тут 3 свободных петли остается и тут 3. Мы провязываем только вот эти вот 5 и следующие 5. А уголок провязываем как уголок. Теперь провязываем, вот уголок мы оставили, да, вот он. Переходим к нашей пятерочке, провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. То есть, видите, мы повторили фактически так, как вязали в прошлом ряду. Дальше вяжем 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. И в первый промежуток под цепочку вяжем столбик без накида. Дальше вновь 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида под следующую цепочку. 1, 2, 3, 4, 5.
5, столбик без накида под следующую цепочку. Раз, два, три, 4, 5, столбик без накида под следующую цепочку. Раз, два, три, 4, 5 и переходим к повтору вот этой вот части. То есть провязываем точно так же, как в прошлом ряду, 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Теперь в промежуток вяжем 3 столбика. Раз, два, три, 3 воздушные. Раз, два, три. И сюда же 3 столбика. Раз, два, три. Находим наши следующие 5 столбиков. Вот эти вот 3 угловые не трогаем. Провязываем наши 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. И дальше вновь у нас с вами начинается повтор, который состоит из 5 воздушных петель и вот таких вот арочек. Всего мы с вами должны получить раз, два, три, 4, 5. 5 вот таких вот арок, потом вот такая вот часть, вот такой уголок. 5 арок, уголок. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда провязываем последние 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И в третью петлю подъема, в вершинку первого нашего столбика, соединительной присоединяемся. Следующий ряд похож на предыдущий, за одним небольшим дополнением. Набираем 3 воздушные петли, как столбик с накидом, над вот этим нашим первым столбиком и одну промежуточную. Теперь в следующий столбик вяжем второй столбик с накидом, воздушная. Дальше в следующий столбик третий столбик с накидом, воздушная. Четвертый столбик в следующую петлю, воздушная. И пятый столбик с накидом. То есть вот здесь, видите, у нас появились воздушные петельки. Теперь вот сюда в уголок опять вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. 3 воздушные. Раз, два, три. И сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Опять вот эти угловые мы не трогаем, они у нас свободны. Переходим к вязанию вот этих 5 столбиков. Провязываем первый столбик, воздушная петля, второй столбик, воздушная петля, третий столбик, воздушная петля, четвертый столбик, воздушная петля и пятый столбик. Дальше вяжем вот такие же цепочки. Провязываем раз, два, три, 4, 5, столбик без накида под первую цепочку. Раз, два, три, 4, 5, столбик без накида под вторую цепочку. Раз, два, три, 4, 5, столбик без накида под третью цепочку. Раз, два, три, 4, 5, столбик без накида под четвертую цепочку. Раз, два, три, 4, 5, столбик без накида под пятую цепочку. Раз, два, три, 4, 5 и переходим к вязанию угла. Угол провязываем точно так же, как вот здесь. То есть у нас добавились только воздушные петли, все остальное без изменений. И потом после уголка нашего вот этого мы опять начинаем вязать наши цепочки. То есть всего у нас должно в этом ряду быть раз, два, три, 4, 5, 6 вот таких цепочек. Давайте с вами провяжем еще уголок один. В первый столбик провязываем первый столбик с накидом, воздушная. Дальше в следующую петлю второй столбик,
воздушная, третий столбик, воздушная, четвертый столбик, воздушная, пятый столбик. Переходим в сам угол, сюда в уголок вяжем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Переходим к нашим вот этим 5 столбикам, провязываем первый столбик, воздушная, второй столбик, воздушная, третий столбик, воздушная, четвертый столбик, воздушная и пятый столбик. И дальше вновь набираем 5 воздушных и поехали вязать вот эти вот наши арочки. Точно так же, как вязали здесь. И вот таким образом, чередуя углы и вот такие вот промежутки с цепочками, мы провязываем до конца ряда. Провязываем последние 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И вершинку первого столбика в третью петлю подъема соединительной присоединяемся. Приступаем к последнему ряду. Начинаем вязание с 3 воздушных. 1, 2, 3. Это наш первый столбик с накидом над вот этим столбиком. Теперь в промежуток провязываем второй столбик, то есть вот здесь. Теперь в вершинку следующего столбика третий, в промежуток между столбиками четвертый, в вершинку пятый, в промежуток шестой, в вершинку седьмой, в промежуток восьмой и в вершинку девятый. Теперь вот сюда в уголок вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, 3 воздушные. И сюда же 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Находим наши вот эти вот 5 столбиков. В первый, в вершинку провязываем первый столбик. В промежуток вот сюда второй. Следующий столбик в вершинку третий. Следующий промежуток четвертый. То есть в промежутке я имею в виду там, где мы вязали воздушные петли. Дальше в вершинку пятый, в промежуток шестой, в вершинку седьмой, в промежуток восьмой, в вершинку девятый. И смотрите, под цепочку, под первую вот эту вяжем 10 и 11. И вот здесь вот в конце ряда мы провяжем еще 2 столбика, так что не пугайтесь. Теперь набираем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий промежуток столбик без накида. Вновь 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Следующий промежуток. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. И смотрите, у нас перед углом вот здесь осталась свободная одна арочка. Мы провязываем с вами 1, 2, 3, 4, 5. И теперь будем вязать так, как вот здесь вот вязали вторую часть угла. То есть под арочку провязываем первый столбик, сюда же второй. Теперь в вершинку столбика третий,
промежуток между столбиками 4, в вершинку 5, в промежуток 6, в вершинку 7, в промежуток 8, 9 в вершинку, 10 в промежуток и 11 столбик в последнюю вершинку. Переходим к углу, провязываем 4 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4, дальше 3 воздушные, и теперь сюда же 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Переходим к вязанию вот этих 5 столбиков. Первый столбик в вершинку провязываем 1, в промежуток 2, в вершинку 3, в промежуток 4, в вершинку 5, в промежуток 6, в вершинку 7, в промежуток 8, в вершинку 9, и теперь под цепочку 10 и 11. И дальше с вами повторяем вот эту вот сторону с арочками. То есть мы с вами провязываем сторона с арками, угол, сторона с арками, угол. Вот таким образом мы с вами провязываем до конца ряда. Смотрите, в конце ряда у нас остался один вот этот промежуток. Провязываем 5 воздушных, 3, 4, 5. И, как я говорила, сюда нам нужно еще довязать 2 столбика с накидом. 1 и 2. И теперь во второй столбик в вершинку соединительные присоединяемся, 1 воздушная, и можно обрезать нитку. И вот такие вот красивые мотивчики у нас получились. Один поменьше из тоненькой ниточки, один побольше из более толстой пряжи. А на этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился и был полезен. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.